Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю. Приятного просмотра. В глухих лесах Канады, где снег лежит месяцами, а температура опускается до -40, произошла история, которая изменила представление людей о дикой природе. Это история о мальчике, волчице и невероятной связи, которая спасла жизнь. Итан, 7-летний мальчик из Ванкувера, отправился с родителями в зимний поход. Они остановились в уютной хижине на краю леса, чтобы насладиться природой. Но Итан, любопытный и непоседливый, решил исследовать окрестности. Он видел следы на снегу большие, загадочные. Кто их оставил? Медведь? Олень? Итан не мог устоять перед искушением и пошел по ним. Через час он понял, что заблудился. Деревья стали выглядеть одинаково, а следы, которые он оставлял, быстро заметало снегом. Температура падала, а солнце клонилось к закату. Итан кричал, звал на помощь, но его голос терялся в бескрайнем лесу. Он чувствовал, как холод проникает в его тело, а страх сжимает сердце. Он вспомнил рассказы родителей о том, что в этих лесах водятся волки и медведи, и это только усилило его панику. В это время в глубине леса, среди заснеженных елей, жила волчица по имени Луна. Она была вожаком стаи, но отличалась от других волков. Ее поведение было более осторожным, а инстинкты более развитыми. Луна чувствовала, что в лесу что-то не так. Она услышала слабый крик и, несмотря на врожденную осторожность, отправилась на поиски. Когда Луна увидела Итана, он уже почти не мог двигаться. Его лицо было бледным, а губы посинели от холода. Волчица подошла ближе, обнюхала его и легла рядом, согревая своим телом. Итан, хотя и был напуган, почувствовал, что волчица не опасна. Он прижался к ней, и тепло ее тела вернуло ему надежду. Но Луна понимала, что этого недостаточно. Она встала и осторожно потянула его за рукав куртки, показывая, что нужно идти за ней. Итан, едва держась на ногах, последовал за ней. Они шли долго. Луна вела его через заснеженный лес, обходя опасные места. Она останавливалась, чтобы дать мальчику отдохнуть, и снова двигалась вперед. Иногда она оборачивалась, чтобы убедиться, что он все еще идет за ней. Ее глаза, полные странной заботы, успокаивали Итана. Наконец, они вышли к опушке леса, где виднелись огни дома. Луна остановилась, словно понимая, что ее миссия выполнена. Итан, обернувшись, хотел поблагодарить ее, но волчица уже исчезла в темноте. Родители Итана, обезумевшие от беспокойства, уже начали поиски с помощью местных жителей. Когда они увидели своего сына, идущего к дому, их радости не было предела. Итан рассказал им о волчице, но взрослые отнеслись к его словам скептически. Кто мог поверить, что дикий зверь помог ребенку? Однако история на этом не закончилась. Через несколько дней местные жители заметили, что волки, которые обычно избегали людей, стали появляться ближе к домам. Луна начала приходить к опушке леса, словно проверяя, все ли в порядке с мальчиком. Итан, увидев ее, выбежал к ней, и они снова встретились. Он начал оставлять для нее еду, и Луна, хотя и оставалась настороженной, принимала его подношения. Со временем она стала приходить чаще, и между ними установилась странная, почти мистическая связь. Итан начал замечать, что Луна не просто приходила за едой, она словно проверяла, все ли в порядке с ним и его семьей. Но самое неожиданное произошло позже. Однажды ночью, когда семья Итана спала, раздался громкий лай собак. Луна, которая находилась неподалеку, бросилась к дому. На пороге стоял медведь, привлеченный запахом еды. Луна, не раздумывая, встала между медведем и домом, защищая семью. Ее грозный рык заставил медведя отступить. Родители Итана, проснувшись от шума, увидели эту сцену и были потрясены. Они наконец поверили в историю сына. Мать Итана, которая раньше боялась даже смотреть в сторону леса, теперь смотрела на Луну с благодарностью и уважением.
Отец, скептик по натуре, признал, что в природе есть вещи, которые невозможно объяснить логикой. С этого дня Луна стала не просто волчицей, которая спасла ребенка, а настоящим защитником семьи. Она приходила к дому каждую ночь, охраняя их от опасностей. Иногда она просто сидела на краю леса, наблюдая за домом, а иногда подходила ближе, чтобы получить свою порцию еды от Итана. Ученые, узнав об этом случае, начали изучать поведение Луны. Они обнаружили, что она была гибридом волка и собаки, что объясняло ее необычную доброту и преданность. Ее стая, которая раньше избегала людей, начала проявлять больше терпимости к человеческому присутствию. Это стало настоящим прорывом в понимании поведения диких животных. История Итана и Луны стала сенсацией. Видео с их встречей набрало миллионы просмотров, а люди со всего мира начали приезжать в этот маленький канадский городок, чтобы увидеть легендарную волчицу. Местные власти даже установили камеры, чтобы наблюдать за Луной и ее стаей, не нарушая их естественной среды обитания. Туристы приезжали с надеждой увидеть Луну, и многие из них уезжали с чувством благоговения перед природой. Городок, который раньше был известен только своими лесами и холодными зимами, стал местом паломничества для любителей природы и исследователей дикой жизни. Но самое главное, эта история напомнила людям, что природа и человек могут сосуществовать в гармонии, если есть взаимное уважение и доверие. Луна стала символом надежды и напоминанием о том, что даже в самых суровых условиях можно найти доброту и сострадание. Ее история вдохновила многих на то, чтобы пересмотреть свои отношения с природой. Люди начали задумываться о том, как их действия влияют на окружающий мир, и как важно сохранять баланс между прогрессом и сохранением дикой природы. Итан, теперь уже подросток, часто рассказывает эту историю на школьных мероприятиях и экологических конференциях. Он мечтает стать биологом и посвятить свою жизнь изучению волков. Его история вдохновила многих его сверстников, и теперь в школе даже появился клуб юных экологов, который занимается защитой дикой природы. Итан часто говорит, что Луна не просто спасла его жизнь, она изменила его взгляд на мир. Теперь он видит в природе нечто большее, чем просто ресурсы или угрозу. Он видит в ней дом, который нужно беречь. А Луна, хотя и остается диким животным, продолжает приходить к дому, напоминая всем, что иногда самые неожиданные повороты судьбы могут привести к чуду. Ее стая, которая раньше держалась подальше от людей, теперь иногда появляется на опушке леса, наблюдая за людьми с безопасного расстояния. Ученые считают, что это уникальный случай, когда дикие животные демонстрируют такое доверие к человеку. И кто знает, может быть, это только начало новой эры, где человек и природа смогут жить в гармонии, как это было задумано изначально. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.